Приветствую вас! Сегодня распакуем смартфон, который только получил. Это от бренда Oskal. По сути, это та же компания Blackview, модель C70. Oskal C70. На момент распаковки его цена составляет $97.30. Ссылка есть в описании. 12 Android, 6.56 диагональ экрана, HD+, 128 встроенной, 6 оперативки с возможностью расширения до 10 гигабайт, то есть 6 плюс 4 за счет встроенной памяти, 5180 аккумулятор, 8 передний модуль камеры, 50 мегапикселей задний. И смартфон в голубом цвете. Открываем его и смотрим, как он выглядит, что приходит в комплекте и его подача. Так, стекло выпало, ребята, отлично. Будь осторожен, Сережа, потому что будет беда. Если так бы вылетел, разбился бы. Стекло целое, отлично. Упаковка качественная, хорошая, и внутренняя часть также цветная. Смартфон приветствует с надписью C70 и описаны те же характеристики. Советуется при первом включении зарядить его около 30 минут. Никогда так не делаю, потому что понимаю, что хочется все вскрыть, посмотреть. А вот уже разрядить его полностью, а потом зарядить, вот это я делаю. В чехле он уже идет. Чехол смотрится классно. Все отверстия совпадают. Есть разъем под наушники, много отверстий, динамика, разъем USB Type-C, микрофон. Здесь лоток сим-карты, сверху ничего нет. Сбоку в кнопке питания сканер отпечатка пальцев и качелька громкости с какими-то точечками. Да. Снимаем силиконовый чехол, смотрим. Корпус из пластика. Ну, явно чувствуется, как и у всех моделей, что здесь легкая пустота. Рамка также из пластика. Модуль камеры в чехле не выпирал, здесь слегка выпирает без чехла. Указано, что здесь 50 мегапикселей и интеллектуальный режим. Вспышка. Также два модуля. Видимо, один основной, второй вспомогательный. Интересно, здесь он макро или же широкоугольный, или просто от нечего делать стоит. Сейчас все это мы рассмотрим. Дизайн интересный. В руках, скажем так, с обеих сторон имеет одинаковую форму и края закругленные. В руках держится и сидит даже очень отлично. Плюс чехол вообще класс. Ну, мне нравятся большие смартфоны. Снимаем верхнюю пленку. И она снимается, друзья, с пленкой, которая на самом экране. Вот так надо сделать, прижать. Теперь вернуть назад. Угу. Попробуем выгнать воздух. Отлично, получилось. Стекло пока клеить не будем. Снимаем. Сейчас запустим первое включение. Надпись Oskal и Android. Посмотрим, со сколькими процентами заряда пришел данный смартфон. Вот он, логотип Oskal. Так, полностью заряжен. Отлично. Где-то около 95% заряда. Сейчас я его настраиваю, но покажу вам толщину дисплея. Вот если нажимаешь, идут разводы. Ну, вы же знаете, когда нажимаешь, что здесь такого нет. Нормально. Отлично. Каплевидный экран, аккуратненькая капелька, минимальные рамки у экрана, нижняя часть не сильно большая, даже еще меньше, чем у предыдущего смартфона, который я распаковывал. Это был смартфон Hotwow Note 12, там больше места. Но там и экран побольше, 6,8. Настраиваем и покажу вам сейчас меню. Первые настройки осуществлены, и я готов поделиться своими впечатлениями. Есть включение при поднятии, очень хорошо справляется сканер отпечатка пальцев, и по лицу тоже быстро разблокируется. Меня видит и мгновенно прям разблокируется. Отличное срабатывание. Также заметил, что есть экран на 90 Гц. Поддержка в самом низу, плавность экрана. И здесь можно отрегулировать 60, 90 или же по умолчанию автоматически выставить. Уже плюс. Есть отображение скорости в шторке. Выставил также уровень заряда в батарее, и сейчас уже после настроек 93%. Зайдя в раздел о телефоне, все данные, которые я упомянул, подтверждаются. И здесь еще есть отдельный пункт увеличить оперативную память, а также Android, который здесь установленный, он переделан, и здесь своя оболочка docOS 3.1. Стабильное, хорошее внутреннее меню, вся система и прошивка нормальная. Экран очень яркий, максимальная яркость и минималочка. Максималка, минималочка. Также проверил, что нету функции repeater, когда включаешь раздачу, отключается Wi-Fi. Точку доступа отключаешь, Wi-Fi подключается. Очень яркий фонарик, что тоже плюс, что не может не радовать. И камера тоже достойная для смартфончика. 50 мегапикселей снимок вот в этом режиме, например.
фотографирую. Это у нас был только что обычный, сейчас на 50. Точно так же. Такой снимок делается дольше, и снимок на 50 мегапикселей весит около 7 мегабайт, а обычный снимок около 2. Как передний, так и задний модуль снимает на 1080 30 кадров. Пугает над камерой в области динамика вот такой вот зазор, там где луч света, может быть это совсем не видно так, но там прям щель огромная и внутрь корпуса видно, как будто специально задумали, чтобы оттуда шел звук от динамика. В полном обзоре поделюсь своими уже финальными впечатлениями, проведя все тесты. Буду тестировать сейчас аккумулятор, установлю сюда Antutu Benchmark и другие программы, которые позволят протестировать и показать вам все в полном обзоре. Нравится, вес чувствуется неплохой, около 200 грамм, но все в полном обзоре, как всегда, расскажу. Напоследок давайте еще глянем, что еще идет в комплекте. Здесь небольшой конверт с документацией и скрепкой. Далее комплект для зарядки, кабель обычный USB на USB Type-C и блок питания с евровилкой, Оскал на 10 Вт, 5 вольт, 2 ампера. Вот и вся комплектация. Наушников нет, да и давно, в принципе, в комплекте наушников я не встречал у бюджетного варианта. А если и есть, то они, скажем так, жалко выкинуть и подарить стыдно, как говорится. Вот такой вот формат у таких наушников, которые тут в комплекте. Но, тем не менее, иногда и такие выручают просто как антенна для радио, потому что здесь тоже есть радио, но для них нужны наушники, какой-то проводок, чтобы служил в виде антенны. В общем, все расскажу в полноценном обзоре. Ставьте лайк за эту распаковку. До встречи в новых видеопроектах. Пока!